Всем привет, меня зовут Юра, вы на канале Шикаяма, и мы сегодня приступаем к готовке торта, киевского торта. Вам так понравились торты, что мы решили немного продолжить эту рубрику. Итак, первым делом мы должны приготовить коржи. Коржи это у нас получается безе, своеобразное безе. В общем, смотрите, какие нам нужны ингредиенты. Прежде всего это орехи, вот крупно порубленные орехи. Здесь у меня грецкий орех и миндаль. Вы выбираете орехи по своему вкусу. Очень хорошо фундук, арахис и вот эти вот. Дальше это сахар, безусловно сахар. Здесь у нас 150 граммов сахара. Орехов, кстати, тоже 150. 150 граммов орехов. Дальше, безусловно, белок. Здесь 200 граммов белка. Здесь у меня еще сахар. Этот сахар нам нужен будет в белок. И вот еще у нас мука. Здесь 50 граммов муки. Итак, как же мы будем делать? Делать его на самом деле очень просто. Прежде всего мы ставим взбиваться белки. Все ставим. Пока у нас белок взбивается, вот эти 50 граммов, они пойдут в него, мы подготавливаем наши орехи. Вот у нас все порубленные орехи. Мы сюда добавляем муку. Все это можно перемешать. И добавляем сюда сахар. Итак, это перемешано. Начинаем взбивать белок. Как только белок начал пениться, мы можем добавить в него половину сахара. Да. Все, теперь продолжаем взбивать, пока он не поднимется в объеме и не станет уже такой сформировавшейся практически меренгой. Но это не совсем меренга на самом деле. Все, наши белки, вы видите, уже формируются. Хорошая плотная масса. Мы можем добавлять оставшийся сахар. И теперь будем их взбивать, пока они не станут такая плотная, глянцевая, белково-сахарная масса. Взбит наш белок. Вот посмотрите, какая получилась воздушная, пышная, плотная масса. Самое главное, не перебить его. Теперь мы соединить должны обе эти массы. Просто высыпаю сюда орехи. И теперь очень аккуратно, максимально сохраняя объем нашего белка, перемешиваем обе эти массы. Итак, все у нас готово. Вот наша масса на бисквит. Мы должны ее подготовить к отпеканию. Итак, у меня тут подготовлен противень. И будет одна решетка. Торт у меня будет вот такого размера. Правда, он будет чуть-чуть побольше, потому что коржи во время отпекания вырастут. Так что рассчитывайте, если вы хотите ровно такого, то надо брать чуть поменьше. Печка у нас уже нагрета. Она должна быть 150 градусов с вентиляцией. Готовьтесь, это долгий процесс. У меня здесь будут два коржа. Вот так вот. Можете просто отвесить. Разделить эту всю массу на 3 части. И размазать это все дело палеткой или ложкой. Как хотите. Но мне удобно через мешок. Итак, делаем дырку. И теперь аккуратно будем выкладывать наш бисквит. Вот так. Потом мы просто аккуратно снимаем кольцо. И рядом с ним будет другой. Все. Вот мы отсадили 3 наших коржа. И теперь они отправляются в печь, как я уже сказал, 150 градусов с конвекцией, ну, часа на 1,5 как минимум. Они должны стать красивого коричневого цвета, такого равномерного колера. Итак, приступаем мы к подготовке нашего крема. Крем у нас будет Шарлотт. Это, кто не знает, это крем на основе сливочного масла. Там много сливочного масла. И плюс к нему мы должны подготовить своего рода сироп. Сироп на основе молока. Молока, загустителем у нас будет желток. В общем, ингредиенты вот они тут перед вами. 300 граммов молока. Желток. 4 желтка. Здесь у нас сгущенное молоко. 100 граммов сгущенного молока.
И сахар, где-то 150 граммов сахара. Не пугайтесь, что вам кажется, что это очень сладко, очень много сахара. Учтите, что сюда идет еще 400 граммов сливочного масла. Но это уже потом, в конце. Итак, как мы это делаем? Все очень-очень просто. Мы берем молоко. В молоко мы добавляем сразу же желтки и перемешиваем. Хорошенечко все перемешаем. Теперь мы можем добавить сюда сгущенное молоко. Можете добавить вареное сгущенное молоко, тоже будет очень клево. Можете вообще обойтись без сгущенного молока, все просто взять с сахаром. Но по классике там нужен ванилин. Где, как не в сгущенном молоке, нам взять ванилин. Итак, перемешиваем. Теперь сгущенное молоко. Ну и в самом-самом конце мы добавляем сюда сахар. Теперь мы должны это поставить на огонь. И постоянно помешивая, мы его нагреваем до температуры не ниже 85, но не выше 95 градусов. То есть в этом балансе между очень горячим сиропом и закипевшим сиропом мы должны балансировать где-то порядка 5 минут. То есть мы сейчас, смотрите, как мы делаем. Мы берем все, и вот постоянно помешивая. Сначала у нас максимальный огонь. Как только у нас начнет активно подниматься пар, мы скинем наш огонь и будем на медленном огне, постоянно балансируя между закипанием, варить порядка 5 минут. Вот вы видите, наша масса уже густеет. Вот мы сейчас как раз температура очень близкая, где-то к 90 градусам. Почему важно не давать закипать всей этой истории? Потому что как только закипят наши желтки вместе с нашим молоком и всем остальным, тут же вся эта масса начнет сильно-сильно пахнуть желтками, яичницей. И это отразится на креме, очень сильно отразится. Никакими способами загасить этот аромат восхитительный завтрака у вас не получится. Но на самом деле на производствах, когда мы готовим в ресторане, там, в больших объемах эти киевские торты, мы, конечно же, все доводим до кипения и потом просто используем коньяк, который заглушает, можно так сказать, жареные орехи в бисквите, в коржах, коньяк, какао, все это приглушает вот этот аромат желтка. Но я сторонник того, чтобы все было безупречно вкусно, и поэтому советую вам делать, как я, не доводить до кипения эту массу. Ну вот, в общем, прошло время, прошло где-то, наверное, 3, может, 3,5 минутки. Вот смотрите, какой консистенции становится вся эта масса, она уплотнилась, но не скомковалась, что очень важно. Теперь мы должны ее пропустить через сито. Для чего это делается? Я вам сейчас покажу. Конечно же, отделить желток без вкрапления белка практически невозможно. Эти кусочки белка, как если вы знаете, они сворачиваются при температуре 70 градусов. И они могут просто остаться в нашей заварочке в виде комков. Вот они, видно, да? Все. Теперь мы должны это закрыть пленкой в контакт, обязательно в контакт. И убираем до полного остывания, час пускай стоят. Как раз наши коржи подоспеют к тому моменту, когда остынет эта заварка. И мы сможем начать делать наш торт, собирать его уже наконец. Ну что, друзья мои хорошие, в общем, коржи наши готовы. Вот посмотрите, они у меня уже остыли. Вот об этом я говорил. Вот такого равномерного, красивого, не сожженного цвета должны быть коржи. Наша заварка, или как его еще называют, сироп на крем-шарлот готов. Теперь мы приступим к самому крему. Здесь все предельно просто. Мы берем масло, хорошее сливочное масло. Вот у меня тут есть. У меня как раз пачка 400 граммов. Я поэтому всю рецептуру рассчитывал на 400 граммов этого масла. Мы берем масло. Оно у меня полежало примерно час или полтора в тепле. Поэтому видите, оно какое мягкое. Мы взбиваем это масло прежде всего.
Также нам понадобится, забыл сказать, какао. Здесь у меня 20 граммов какао, но возьму я не весь. Но если вы хотите весь крем сделать коричневым, как и полагается киевскому, то используйте все 20 граммов. Я хочу часть крема оставить белой, ну, чтобы можно было украсить торт. Поэтому я не все какао возьму, часть не какую-то оставлю. Не знаю какую. На глаз буду делать. И начинаем взбивать. Пышную массу такую. Поэтому возьмите, запаситесь терпением, не надо никуда торопиться. Масло должно стать воздушным, светлым, пышным. Итак, масло у нас взбилось. Вот вы можете посмотреть, сейчас я вам поближе покажу. Вот получается вот такая вот пышная, воздушная. Видите, как посветлело, увеличилось в объеме. Теперь мы начинаем в наш крем добавлять нашу заварку, как ее называют у нас, и сироп для крема шарлотт, как его называют во всем мире. Добавляем потихонечку. В общем, наша задача постепенно в этот крем добавлять нашу заварку, избегая больших порций, потому что здесь влага, там масло, это все может легко расслоиться. И в то же время мы не можем добавлять это слишком медленно, слишком долго, потому что, насыщая все это воздухом, мы опять-таки можем спровоцировать расслоение всей нашей массы. Поэтому мы добавляем умеренными партиями. Ждем, пока все это соединится. И как только наш крем стал однородным, мы можем добавлять следующую партию. Вот готов наш крем. Вот он получается такой вот воздушный. Если вы ищете крем для того, чтобы отделать по краям торт, выровнять торт, вот этот крем то, что вам надо. Но мы с ним еще не закончили. Мы сейчас просто должны взять отсюда некую часть. Я думаю, что вот этого количества нам хватит. А и с этим мы соберем торт. Самое главное, вот эту часть крема не убирайте в холодильник, а то иначе вы не сможете с ней ничего сделать. В оставшийся крем мы с вами должны добавить какао. Вот примерно вот столько какао, я думаю, мы оставим. Остальное все пойдет в крем. Вот эти вот кусочки бы не растворились и оставили бы нам твердые частицы в креме. Вот было бы обидно. Кстати, если вы хотите добавить алкоголь, то сейчас самое время добавить в крем алкоголь. И еще раз аккуратненько перемешаем весь наш крем. Вот получился наш шоколадный крем, которым мы будем прослаивать торт. У нас есть белый крем, которым мы будем наш торт декорировать. И теперь поехали. Делается все это очень просто. Мы берем, кладем первый корж. Я специально положил крем, чтобы корж у меня не катался. Ну а дальше это все ваша фантазия, сколько вы хотите, чтобы у вас было масла между коржами. Я не люблю, когда много масла. Так, берем следующий корж. Кладем его. Также берем крем. Выравниваем наш крем. Последний корж мы будем класть вверх ногами. Подравниваем, чтобы все коржи наши лежали ровно. И теперь мы должны выровнять весь наш торт. Так, все замечательно. Нам нужно торт наш убрать, минут на 10 в холод, для того, чтобы он просто чуть-чуть стабилизировался, и мы могли бы его украшать, потому что сейчас все коржи будут относительно друг друга двигаться, и это невозможно. Давайте, пускай он отстоится минут 10 хотя бы. Ну что, наш торт постоял, вот он отстоялся, чуть-чуть пересхватился.
Сейчас мы его будем с вами украшать. Прежде всего мы должны украсить бока. Я вот тут покрошил грецких орехов. Я этими орехами сейчас обсыплю бока, чтобы он у нас стал симпатичный с краев. На самом деле украшайте как хотите, какая у вас есть фантазия. Вовсе не обязательно стремиться сделать его так, как я, или так, как его делали в свое время сабдеповские кондитеры. Мы будем его аккуратненько, такой вот волной, толстая волна. Вот и все. Собственно говоря, наш киевский торт готов. Я его рекомендую оставить все-таки еще на час хотя бы в холодильнике, чтобы он полностью стабилизировался. Но если вы очень хотите съесть сладкое, жирное произведение кондитерского мастерства, то вот, пожалуйста, можете прям сразу же начинать его лопать. Главное, много не ешьте, потому что калорий там просто сумасшедшее количество, и маленький кусочек этого достаточно более чем. Хранится он долго, не переживайте, но съестся он гораздо быстрее. В общем, я надеюсь, вам понравилось. Вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии, нажимать на колокольчик, и до скорых встреч. Пока-пока!